Друзья, только что завершился 4-й этап Кубка мира в Ленцерхайде. Это была классная техничная гонка, о которой мы, конечно же, сегодня поговорим. Но самый главный скандал разгорелся вокруг, внимание, опять 32-дюймовых колес. Это вообще, можно сказать, первая гонка в истории, на которой элитные спортсмены официально выступали на велосипедах с колесами 32 дюйма. Конечно же, были и другие гонки типа Cape Epic, но мы сегодня поговорим именно о Кубке мира среди элиты. Так вот, Алессандро Кейлер и Матиас Флюкигер выкатили на старт новые байки от бренда Темус. И сегодня мы с вами подробно разберем, действительно ли колеса 32 дюйма готовы заменить 29-е, или это всего лишь жалкая попытка маркетологов заставить всех перестраивать производство и покупать новые велики. Итак, всю эту кашу заварила швейцарская команда Темус Максон. Изначально они привезли свои новые карбоновые прототипы в Лейценхайде просто для тестов, которые обычно проводятся накануне гонок. Но тесты прошли настолько успешно, что команда приняла спонтанное решение ехать на новом байке весь кубок. А по жесткому правилу UCI гонщики обязаны выступать на одном и том же велосипеде и в шорт-треке, и в кросс-кантри в рамках одного этапа. Сам байк Темус Light Rider R32 – это гоночный двухподвес с ходом подвески 120 мм. На рамах спортсменов были видны слои дополнительного карбона, намотанные в узлах, которые испытывают большие нагрузки. Короче, инженеры очень спешили усилить жесткость этого велосипеда под такие огромные колеса. И бренд настолько поверил в эту тему, что прямо во время этапа открыл предзаказ на ограниченную серию из 50 таких велосипедов. Более того, в этот же период компания Maxxis выкатила линейку из 5 моделей покрышек под 32 диаметр, которая закрывает кросс-кантри, трейл и даже грейвел. Друзья, обо всех этих новостях я делал посты у себя в телеграм-канале, поэтому не забудьте подписаться, чтобы оставаться в курсе самых интересных событий. Но давайте вернемся к байку. Как я уже и говорил, в основе лежит карбоновая рама Темус Light Rider R32 с ходом подвески 120 мм. Чтобы уместить 32-е колеса, инженеры укоротили рулевой стакан и сплющили верхнюю трубу для сохранения рабочей высоты руля. Задний треугольник также серьезно модифицировали. Перья получили сложный изгиб, а покрышка подходит вплотную к подседельной трубе. Все для сохранения оптимальной базы. Вилка и колеса – это первые прототипы от DT Swiss, а резина Schwalbe Rig Race Pro 32 на 2,4 дюйма. Ну и трансмиссия – это Shimano XTR D2. Ну, если честно, байк явно собран на скорую руку. И, кстати, по признанию самих же гонщиков, из-за гигантской инерции колес ощущается тяжелее обычного найнера, что, конечно же, мешает резко ускоряться. Ну и главное, цена лимитированной серии из 50 таких велосипедов составляет около 14 250 долларов. Ну, такое себе за сырой прототип. Но, друзья, вы обязательно пишите в комментариях, будете ли кидать заявочку на предзаказ. Первым тестом в боевых условиях стала пятничная гонка шорт-трека. Кейлер смогла заехать на 3-е место и принесла 32-м колесам первый подиум Кубка мира в истории. Результат, конечно, крутой, но давайте с вами посмотрим, как же это выглядело со стороны. На короткой трассе шорт-трека, где постоянно нужны ускорение и рулежка, эти колеса казались откровенно тяжелыми и неуклюжими. Было отчетливо видно, что прокручивать их Кейлер было, мягко говоря, непросто. В этой дисциплине важна резкость и мгновенное ускорение, а физику тут не обманешь, инерция у таких гигантских колес просто колоссальная. Ей приходилось тратить намного больше сил на каждое ускорение по сравнению с соперницами, которые были на 29-х колесах. Ну и, конечно же, нельзя не заметить заезды андеров. Это Ю-23 категория, гонщики до 23 лет. Прямо сейчас там блистает немец Пауль Шель, который опять всех порвал как на короткой, так и на олимпийской длинной дистанции кросс-кантри. Молодой спортсмен гоняет за команду Lexway, техническим партнером которой как раз является Скотт. Ну и, конечно же, все победы он принес на новеньком Scott Spark RC следующего поколения.
Но что тут особенно интересно, что вся молодежь ехала на классических найнерах, явно демонстрируя, что привычные 29-е колеса прямо сейчас работают лучше всего. И перед тем, как перейти к самому интересному, что же там случилось с 32-ми колесами, друзья, я прошу проверить вашу подписочку на мой YouTube-канал. Ну а также посмотрите, подписаны ли вы на мой Telegram-канал, где я публикую все эти новости и даже больше, и гораздо чаще, чем делаю ролики. Ну и, конечно же, друзья, если вам нравится тот контент, который я делаю, то обязательно поставьте ему лайк. Это помогает развитию канала, друзья, и будет мне очень приятно. Ну что, переходим к самому интересному. Воскресной гонки кросс-кантри у женщин. И здесь для нашей главной героини Алессандры Келлер из команды Томус Максон все началось с полной катастрофы. Буквально на первом же стартовом круге на корневой секции она жестко падает и откатывается в конец на 57-е место. И среди болельщиков сразу же начался пожар. Народ резонно возмущается. Ну подождите, нам ведь обещают, что 32-е колеса легче перекатывают корни и дают лучший зацеп. Почему же тогда на секции с корнями, где у нее должно быть полное преимущество, она падает в одиночку, хотя больше там никто не ошибался? А может, этими колесами вообще нереально управлять, когда они теряют сцепление из-за спорной геометрии рамы, ну или сырых покрышек? Короче, для рекламной кампании 32-х колес получился серьезный конфуз. Тем не менее, по ходу гонки Келлер вырвалась наверх и в итоге финишировала на 19-м месте. Ну а что касается мужчин в элите, там интрига держалась до самого финиша. На последнем круге француз Адриен Буаши из Specialized пошел в мощную атаку на асфальтовом подъеме и почти забрал гонку. Его соперник Лука Мартен не смог удержаться на колесе. Но коварная швейцарская трасса из-за сильной жары и высокой интенсивности гонщиков спустя 45 минут после старта стала очень скользкой и превратилась в сухой сыпучий трейл. В одном из лесных виражей при заходе на траекторию переднее колесо Буаши потеряло сцепление, и француз вылетел на траву вместе с велосипедом. Этим печальным моментом, конечно же, воспользовался Лука. Он перехватил лидерство и финишировал первым, принеся Андриену 25 секунд. Ну и третьим стал американец Бьорн Райли из Скоттс Рэм, чему я, конечно же, несказанно рад. Он явно набирает темп, и я уверен, что впереди у него будет больше подиумов. Короче, эта гонка еще раз доказала, что чистая физическая форма – это не все, что нужно для победы. Ну а погодите, а что там с 32-ми колесами? Ведь по мужикам еще ехал и Матиас Флюкигер из команды Томус Максон. Да ничего особенного, друзья, не переживайте. Он финишировал 34-м с отставанием 5 минут и 45 секунд. В общем, давайте с вами посмотрим на ситуацию трезво. Я считаю, что этот этап стал худшей рекламой 32-х колес. Да, Келлер смогла после падения заехать на 19 место, но мне кажется, что это исключительно ее личная заслуга и результат ее хорошей физической формы. Я уверен, что если бы она ехала на 29-х колесах, она бы вообще не упала на стартовом круге и показала бы результат намного лучше. И самый главный вопрос, почему в гонке не было крутых мужиков на 32-х колесах? Ведь тот же Флюкигер активно тестировал этот байк в четверг, но на самой гонке не показал результата. Да все потому, что цена ошибки здесь слишком высока. Кубок мира – это слишком ответственный старт, чтобы неоправданно рисковать и ставить на себе такие стрёмные эксперименты. И тем не менее, начало положено. 32-е колеса официально дебютировали на этапе Кубка мира, а в шорт-треке у женщин уже есть 3-е место. Короче, маховик начинает раскручиваться, и бренды, конечно же, прощупывают почву. Друзья, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пересядет ли тройка лидеров на эти катки в ближайшее время? Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.